Восьмой элемент, на секундочку, сейчас один из топовых ароматов на рынке, ну, по крайней мере, у меня в Казахстане. Давайте не расходитесь, давайте чуть-чуть посидим, чуть-чуть помечтаем, может, какая-то прям гирлянда. Кто так, кто сяк, кто так. А сейчас я уже как будто и придышался, что ли, принюхался. Привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей, и сегодня у нас затест нового мужского аромата от компании Faberlic. Поэтому, если вам интересно, понравится мне новый аромат или нет, то оставайтесь со мной до конца, и всем приятного просмотра. Очень хотелось это видео начать как-то феерично, потому что в семействе восьмого элемента появляется новый аромат. А восьмой элемент, на секундочку, сейчас один из топовых ароматов на рынке, ну, по крайней мере, у меня в Казахстане. Я считаю это так оно и есть. И для меня это было таким, знаете, каким-то тяжелым ожиданием, когда же выйдет этот аромат. И у меня нету, друзья, пробника, поэтому, к счастью, мы будем аромат тестировать с полноразмерной 100-миллилитровой версии. И аромат называется, кстати, восьмой элемент Sky Div. Sky Div какой-то. Любой, как говорится, любая вещь, чтобы продалась, она должна пороняться. Вот. Ну, в общем, по традиции, прежде чем мы его начнем тестировать, давайте я почитаю, что пишет компания, какое у него описание в каталоге. Вот. Слушайте, мне кажется, как будто из коробочки уже доносится аромат. Но это не так. Итак, основные ноты этого аромата — это озоновый аккорд, лаванда и кедр. Но у меня, конечно же, ожидание, что этот аромат будет, наверное, все-таки свежий. Ну, раз озоновый аккорд, лаванда. Но мне кажется, должно быть что-то очень вкусненькое. Вот. Ну, а вообще аромат относится к семейству свежий, ароматический, фужерный аромат. Как я уже сказал, аромат идет 100 миллилитров. И правильное произношение Skydive. Skydive. Все, я уже не могу. Я уже здесь. Вы уже ждете. Начинаем тестировать. Вот, нанесем его для начала на бумажку. Ой! Ну, я скажу вам, что первое впечатление — я разочарован. Я даже пшикнул не туда. Слушайте, я разочарован. Я в шоке. Мне первое, что у меня впечатление от этого аромата, мне он довольно резким показался. Если в отличие от основного аромата, который основной аромат восьмой элемент, он тоже резкий, но он более как-то освежающий. Здесь, мне кажется, вот это кедровые ноты, мне кажется, лавандовые ноты, но больше всего мне все-таки ощущаются кедровые ноты. Они его и затупили, заглушили. И вот это ожидание озоновое, оно улетучилось. Ну, давайте не расходитесь, давайте чуть-чуть посидим, чуть-чуть помечтаем. Может быть, он сейчас чуть выветрится, и у меня, может, мнение поменяется. Ну вот, уже сейчас что-то есть такое вот в шлейфе. Такое тепленькое, нежное. Но опять же, где освежающий озон? Блин, ну я не могу. Вот честно, вот как есть, говорю, что ожидания, когда у тебя очень большие ожидания от этого аромата, и первое впечатление, оно разочаровывает, то я даже и не знаю, как продолжать. Есть что-то интересное. Мне кажется, что, ну вот когда качну, вот в крышке он уже, конечно, не такой, когда я только его качнул. Чуть-чуть резкости есть. Чуть-чуть резкости есть, но он здесь не сластит. А вот на бумажке, когда идет вот этот основной шлейф, мне даже кажется, как будто он начинает немножко сластить.
И вот теперь уже, наверное, минуты через 2 я уже проявляются все-таки озоновые ноты. Уже чувствуется такая озоновая свежесть. Докопался я до этой озоновой свежести. Слушайте, какая-то прям гирлянда. Кто так, кто сяк, кто так. А сейчас я уже как будто и придышался, что ли, принюхался. И мне кажется, как будто бы я уже и не слышу с бумажки. Ну и последний, наверное, контрольный выстрел, киллеровский такой выстрел. Это выстрел в руку, друзья. Попробую его. Тыщ, шлейф такой. Тыщ. Слушайте, ну, на руке он очень резко. Он мне, кстати, дайте что-то напомнил из Эйвона, из Black Sitaicha. Уж Black Sitaicha мне точно вся линейка не нравится. Слушайте, ну у меня уже сложилось какое-то мнение сейчас, после того, как ушли вот эти резкие ноты, у меня есть все-таки, наверное, мнение. Тем, кто знает семейство восьмого элемента, хочу напомнить, это третий аромат, действующий аромат. До этого были еще, их сняли. Первый аромат классический, это который восьмой элемент, просто восьмой элемент, он свеженький, резковатенький такой. Но, в принципе, как я в начале видео сказал, он является одним из самых топовых ароматов на рынке сейчас. Это восьмой элемент, он рвет и мечет. Людям нравится, люди его берут с удовольствием, я сам им пользуюсь. В общем, аромат такой, знаете, богатый, интересный, свежий вкус. Второй аромат, восьмой элемент спорт, он немножечко сластит, он такой помягче уже. Я бы сказал, больше молодежный, наверное. Если восьмой элемент классический, он больше такой ближе к брутальности, да, то восьмой элемент спорт, он такой более молодежный, тоже свеженький, но помягче, он не такой резкий. И вот этот аромат, кто же ты там? Skydive. Он как раз-то и вот дополняет эту линейку. Он абсолютно, конечно же, он абсолютно другой. Он не похож ни на первый аромат, ни на второй. У него свой почерк, что, кстати, очень классно. Мне нравится, когда в одной линейке все ароматы абсолютно разные. Нет у них какой-то вот одинаковства. Нет у них близнеца. Слушайте, ну, я не знаю. Я не знаю, честно. Сейчас я не скажу, что аромат плохой. Аромат, в принципе, неплохой. Он очень интересный. Сейчас он уже не такой резкий, он нормальный. Он нормальный. Но мне этот аромат не заходит. Мне лично этот аромат не нравится. Я его даже дальше тестировать, пробовать не собираюсь. Для меня все-таки он такой более... Подождите! Такое ощущение, как будто потом пахнет. Нет, у меня все чисто, друзья. У меня все чисто. Блин, или знаете, есть такое ощущение, как будто я вышел со столовой, и есть запах какой-то, как будто я пропах в столовой. Вот это будет правильное решение. Я нюхаю одежду. Нет. Какой-то бред, друзья, какой-то бред. Слушайте. Ну, я уже все сказал, все. Подвожу итоги. Аромат мне не понравился, я его не рекомендую, но все-таки сейчас есть уже пробник, вы можете заказать себе пробник, попробовать его. Если сравнивать с семейством восьмых элементов, то первый аромат лучше всех на свете. И он будет и продолжает оставаться лидером. Восьмой элемент спорт, он имеет своих клиентов, имеет место быть, но его уже не так предпочитают клиенты. Как этот аромат зайдет на рынок, я не знаю. Ну вот мне не зашел, друзья. А вам этот аромат понравился? Кто его уже пробовал? Напишите, пожалуйста, в комментарии свой отзыв. Что вы думаете об этом аромате? А я
все пытаюсь внюхаться, все пытаюсь понять, что мне здесь не нравится. Вот сейчас в колпачке больше открылся все-таки этот озон, все-таки свежесть, да. И, ой, вы знаете, пугает то, что на бумажке я уже его не слышу. Это мы сейчас про стойкость говорим. Но на руке, да, на руке он есть. На руке он ощущается. Все, я запутался. Я запутался, и я хочу распутаться, почитать ваши комментарии, ваши отзывы. Что мне в нем не понравилось? Скажите, пожалуйста. Какое у вас ощущение от этого нового аромата? Буду ждать ваших отзывов, обратной связи. А у меня на этом все. Встречаем неделю новинками. Завтра не пропустите на моем канале еще новинки от Faberlic. Теперь уже для женщин. Всем пока-пока. Пока.